Ай, malheureusement. Давай еще раз попробуем. На По-русски. русском? Да. Потому что, просто кому это надо? Друзья, всем привет! Это проект Russian Progress, канал и подкаст для изучающих русский язык. И сегодня мы снова встретились с моим другом из Франции Виктором. Мы уже записывали видео, где говорили про его опыт в России, как он первый раз приехал в Калининград. И сегодня мы записываем видео из Минска уже. Сначала вообще ты хотел приехать в Москву, да? Помнишь, я тебе Москва, сказал, да, что надо посетить обязательно Москву и Питер, и ты даже сделал визу. Все было классно вроде бы, но не смог ее открыть, потому что он использовал какой-то малоизвестный браузер, какой-то, да, редкий браузер. А надо было зайти через Chrome. Короче, он не попал в Москву, и тогда он подумал, а куда же он может поехать, где говорят на русском. Ну и оказалось, что здесь, в Беларуси, французам и вообще всем европейцам, гражданам Евросоюза не нужна виза. Можно на 30 дней сюда приехать, и здесь все говорят на русском. Ты везде слышишь русский язык, и я только за неделю вот здесь, я только один раз слышал белорусский. Вот. Поэтому, если хотите практиковать русский, пообщаться на русском, и вам не нужны проблемы с визой, то можете легко приехать сюда, в Белоруссию. Здесь как тебе вообще? Безопасно, комфортно? Ну, можно сказать, да, месяц, да? Максимум месяц. На месяц, сейчас, да, на 30 месяц дней, сейчас. 30 дней. А мне нравятся необычные места. А что необычного в Беларуси? Ну, например, туристов здесь нету. И потом люди спрашивают, а зачем ты в Беларусь? Ага. Но я думаю, что можно сказать, я чувствую очень безопасно, безопасно здесь. Как и в России, ты тоже говорил, что в России, как в России, да. Ну, потому что как мы во Франции, когда мы читаем новости, есть война, потому что в Беларуси есть, Беларуси есть Россия. Да. Мы думаем, Россия, бла-бла-бла-бла-бла. Пропаганда. Пропаганда. Ну, я рекомендую видеть на свои глаза. Да, понимаешь? увидеть своими глазами. Своими глазами, да. Я чем, читать новости, как я говорил. А где мы сейчас? Мы сейчас в кофейне Surf Coffee. Это сеть кофеен вообще из России. По-моему, они из Подмосковья, где-то они рядом с Москвой. Первую кофейню открыли. И это одна из моих любимых кофеен. Здесь очень стильно. И, в принципе, в Минске много стильных заведений. Все довольно современно. Поэтому, да, мы сидим сейчас, решили записать подкаст. С темой особо не определились, поэтому, наверное, поговорим так спонтанно обо всем и ни о чем. Вот. Но, кстати, вот первое впечатление интересное, вот чем белорусы отличаются от русских? Вот, помнишь? Например, я заметил, что люди очень закрытые, например. Закрытые, да. Например, у нас скромные. есть эксперимент, это мотоцикл, Да. Конечно. Когда я был в России, когда я катаюсь на мотоцикле, люди всегда реагируют. И да, ой, о чем ты делаешь? Я хочу попробовать. И было отлично, да? Было очень классно. Да. В Калининграде. И сейчас люди просто, как сказать, я не хочу использовать маты. Используй, почему нет? Похуй. Да. Это твоя жизнь, это моя жизнь, у меня есть достаточно проблема. Да. Ну, они могут вот так посмотреть, может, кто-то улыбнется еще, да, но с тобой не будут говорить, там, типа, что это такое, где ты там это нашел. В Калининграде мне Виктор оставил моноколесо, я на нем научился ездить, в Калининграде всегда ездил на спортплощадку на нем, и пока ты едешь, люди реагируют, как-то улыбаются, тебе что-то говорят, там, на спортплощадке ты ездишь, у тебя спрашивают, что это за штука, то есть, не знаю, как-то я думал, что в России люди, такие сдержанные, закрытые, на самом деле в России люди достаточно открытые, но может в Калининграде, не знаю. Я заметил, что здесь площадка пустой. Да, много места, много пространства. Огромные площадки, Да. И, люди нету там, например.
Ну, в Калининграде есть огромные площадки, но Да, ну, площадь. есть много людей, Да. и сейчас, ну, достаточно пустое, можно сказать. Я. Да, пусто, пустынно. То есть про то, что Калининград, он более компактный, да, там уже улицы, и за счет этого создается впечатление, что больше людей. Хотя население, по-моему, в 4 раза меньше в Калининграде, чем здесь. Здесь 2 миллиона, Мгм. а в Калининграде 500 тысяч. Окей. Вот. Но просто за счет того, что здесь очень широкие проспекты советские, здесь как-то, не знаю, рассредо... люди распределяются, распространяются как-то по городу. Люди распределяются по городу, и такое впечатление, что их меньше. Мгм. Вот. Ну, я думаю, что если вы хотите, ну, выучить русский подробнее, Мгм. можно получить визу, ну, это легче, чем Ага. Россия сейчас. Я встретил иностранцев немного, Мгм. можно получить визу для университета, Мгм. и можно остаться более Мгм. времени, я думаю. Я думаю, что сейчас в России будет чуть-чуть труднее, к сожалению. Мне кажется, эти усилия того стоят, потому что ты еще не был в Москве и в Петербурге. Это очень крутые города. Мгм. Ну, понимаю, но если ты хочешь остаться более времени, я думаю, что труднее, чем, ну, Беларусь, например. Но у нас много, на самом деле, иностранных студентов, то есть из Китая, из других азиатских стран. Из Европы не очень много сейчас, но в целом сейчас же новый закон вот этот слышал о том, что если вы против ультралиберальной идеологии, можно... Да, я видел. Да-да-да. Что думаешь насчет этого, кстати? Ну, я готов. Свои сумки готовы. Ага, я уже готов, да, я уже готов. да. Ну ладно, давай поговорим про твой опыт здесь в плане русского языка. Ты вообще говорил по-русски хоть чуть-чуть или я тебе мешал? Тебе меня мешал, да. Да, мы говорили все время на французском. На самом деле, я просто говорю на французском с тобой, и, ну, есть люди, которые тоже говорят по-французскому, не так часто говорят Девушки. Да. Бывает. Но здесь, например, больше девушки, чем мужчины, например. Мгм. Это факт. Я говорил с девушкой, она была в Франции, Он говорит, что была в шоке, потому что там есть более парень, например. Да, более парень, чем здесь. Мгм. Потому что много мужчин уехали из Минска, Мгм. чтобы получить работу, Деньги, да, например. работу. Работу, Уехали и, на да, работу, да. На заработки, Здесь- уехали на заработки. Да, есть более девушки, чем... Ну это плюс. Для меня Меньше, это плюс. меньше конкуренции. Для меня это плюс, ну, Мгм. да. Ну и так в целом тебе понравилось тут или в Калининграде лучше было? Все-таки лучше, да? Я предпочитаю Калининград, Мгм. да. Но я был... Для видео Софини. Так, да, меньше ладно, пофиг. это был. Окей. В Калининграде лучше, да? Калининград был лучше, да. Как-то живее, что ли, было, не знаю. Здесь такое ощущение, что, может быть, осень, может быть, из-за осени. Все-таки Да. сентябрь уже. Может, то, что мало людей. Может, мы не там были, не в тех местах. Ну, на Немиге, вот эта главная улица, там было весело. Было достаточно много людей. Хорошо, какие планы вообще? Вот сейчас вернешься, чем будешь заниматься? Да, к сожалению, завтра для этого мое настроение не так хорошее, чем обычно, потому что это мой последний день здесь. И, ну... Мой тоже. Я сегодня лечу уже в Питер. Да, блин. Ну, завтра вернусь в Швейцарию, я живу в Швейцарии. Мгм. Я администратор Да. в отеле. Мгм. И я хочу чуть-чуть говорить об этом. Я думаю, что я уверен, что в этом канале есть много Мгм. полиглотов, которые говорят Мгм. 3-4 языков. И, ну, например, я говорю на 7 языков, и Мгм. я хотел использовать языком с моих работ. Да. Например. Потому что, ну, я очень много
временно это я хочу сейчас использовать. Да. И я думаю, что администратор в отеле это хороший вариант, потому что много говорит, много языков, и не надо говорить 100% правильно, потому что small talk, Ну да. 3 минуты, и, бывает, что я говорю на 7-6 языков За день. за день, да. М. Но я говорю, например, я живу на Швейцарии, я работаю на немецком, Мгм. я использую каждый день минимум французский, английский, Мгм. итальянский, потому что много итальянцев, где я живу. Мгм. И минимум 5 языков, no? Мгм. И, например, есть португальский, Португальский, да. португальский в Швейцарии, Мгм. и я могу его использовать. И много китайский, но сейчас я учу китайский. Мгм. Китайский очень тоже, как сказать, Полезный язык. полезный язык Ага. как администратор. Да, тоже, да. Если ты Например, администратор да. в отеле. И тоже у меня есть компьютер Мгм. всегда. И когда я свободен, я Мгм. могу читать текст и практиковать, что я хочу, например. Мгм. И да. Я очень рекомендую учить тоже немецкий. Извини. Думаешь, Да. надо? Немецкий Полезный язык? очень полезный язык, да. Потому что ты можешь... Я живу, например, в Германии, Мгм. можно жить в Люксембурге, Мгм. Германии, Австрия. Австрия. Австрия и Швейцария. Вы знаете, как зарплата очень Мгм. высокая в Швейцарии. Для меня Мгм. это просто, Сказка. да, я чувствую, как богатый есть Мгм. сейчас. Ну, здесь особенно. Моя работа очень обычная, Мгм. как ты живешь в Швейцарии, это необычный. Мгм. Это необычный, да. Да. Ну, это круто, это круто. Кстати, хотел рассказать про своего ученика одного. Он из Израиля, и он работает кассиром. То есть он пробивает товары, пип, пип, и пока он пробивает товары, у него вот так вот перед ним телефон, то есть он его вот так ставит, и там китайский или турецкий или еще что-то, 8 часов каждый день. Очень счастливо. Ага. И вот так он учит языки. Тоже, если хотите учить языки, можно работать кассиром. Да, есть выражение на английском kill two birds. Да, Stone. убить двух зайцев разом. Убить Да. двух зайцев разом. Да. Хорошо, в общем, поедешь работать там, в Швейцарии у себя. А тебе нравится так вообще Швейцария как страна? Или, говорят, что скучно там, это стереотип или... Да, это стереотип, потому что есть... я живу в горах, Мгм. например. И это, конечно, маленький город, Мгм. но если тебе нравится заниматься спорт, я катаюсь на лыжах Мгм. зимой. И не скучно. Я Мгм. могу быть, жить как минималистической жизни. Да. Если я хочу практиковать, у меня нет, как сказать, дистракции. Ничего меня не отвлекает. Ничего мне Не отвлекает. ничего мне отвлекает Мгм. в своей жизни, потому что я могу фокусировать Да. языки, спорт, заниматься. Да, у меня есть... И зарабатывать друзья. деньги. Да. Ну как тебе удается не тратить в Швейцарии деньги? Где я живу... Нечего делать, да? Ничего делать. Если М. про спорт, это Ну понятно, безопасно. не так дорого, да. И я живу... у меня нет обычной квартиры, у меня нет Мгм. кухня, Да. и я не могу готовить. Понятно. И у нас есть кантина. Да, есть Кантин. столовая. Столовая, где я работаю, Мгм. и я не куплю еда, например. Ну, Я не понял. куплю. В общем, много не тратишь. Да. А, не знаю, Да. Швейцария сама по себе хорошая страна для жизни? Самая крутая. Самая Я крутая? думаю. Да, самая крутая. И, например, поезде, сервис услуги поезда Мгм. очень хорошо. М. Я прям, у меня есть машина, например, не надо в Швейцарии, но на мне не надо. Я могу, когда я хочу путешествовать, я использую. М. Слушай, а если ты бы выбирал... Какой город для жизни? Какой бы ты выбрал? Женеву или Цюрих? Где бы ты жил? Я не был в Женеве. там Не был? Я не хочу жить на французской части. Да.
потому что я не хочу говорить по-французскому. А, слишком скучно, да, для тебя? Да, есть много фронталье, много людей живут во Франции, Да. но работает в Швейцарии, Мгм. конечно. До Зюрих я был 2 раза, я не знаю, очень дорого, да, Мгм. очень дорого. Но я рад, что я живу Мгм. на город, потому что не так тепло, когда, Не так жарко, Да. как летом, и не так не каждый год Мгм. становится все жарче и жарче. жарче, да. Да. И много людей летом приехать на горах, М, потому что, да, не так жарко. Да, понятно, И понятно. Зимой? зимой Мгм. можно кататься на лыжах, Мгм. и другие вещи, это ландшафт. Очень красиво. Ну, само Очень собой, да. Но я был в красиво. Швейцарии почти 10 лет назад, даже больше, наверное. Я был в Женеве, в Цюрихе, ну, проездом, так просто посмотрел, Да, коротко. Ну, дорого, да, а так в целом очень развитая инфраструктура, очень красивые виды. Ну да, хорошая страна. Ну, не знаю, я бы не выбирал. Я бы выбирал страну, где жизнь подешевле все-таки. да, ну как турист. Как турист, да. конечно, Как не турист стоит. тоже я бы поехал в недорогую страну. Ну, подешевле, типа, там вот Италия, например. Да, да, ну я понимаю Да. это. Ну, Если- зарабатывать это лучшее место, мне кажется. Да. Конечно, да. А во Францию пока нет желания возвращаться? Я не хочу, я не знаю, где я хочу жить в будущем, Мгм. только потому что я не хочу жить во Франции. Да? Во Франции. Почему? Ну, я чувствую, когда я на границе, я чувствую, не знаю, я чувствую как like minority, понимаешь? Да. Я- И ты чувствуешь себя особенным. Да, я чувствую себя особенно, и Мгм. мне не нравится это. Мгм. Ну, в Швейцарии есть много иностранных, но я Мгм. не так особенно, ну, да, я не хочу... А здесь тебе интересно? Ну, вот в русскоязычном пространстве, в России, Беларуси. Ну, в будущем, да, я хочу Казахстан, например, Ага. на русскоговорящей В стране. стране я Да. хочу... Ну, мне надо улучшать свой русский, конечно, но Казахстан... Я жил в Киргизстане, например, 6 Мгм. месяцев, Мгм. просто без причины. потому Да, что просто так, По- да. Почему нет? И как ты Почему там нет? на русском говорил или на английском? На русском говорит на как сказать, столице. Мгм. Столице говорит на русском. Мгм. На русском, на киргиз, на деревне, ой, на киргиз. Да, да. И, ну, как здесь, я думаю, Мгм. как я. 6 месяцев. Здесь Можно? еще больше говорят на русском, чем там, мне кажется. Да, да. Говорим. Tu fais un test? Тест? Да, тест, тестируем. Тест. Так, ну что, в общем, мы, да, говорим, записываем подкаст, общаемся вот так, пьем. Так, кстати, ты знал, что вот эти часть надо мыть? Ты знал, что вот надо это протереть обязательно? Ouais. Nettoyer ça? Да. Comment? Parce que Non. ça a été, Ça. like, touched. And, Non, c'est vrai, t'as raison. Moi, c'est pas bête. ça c'est mieux, comme, блядь. En Russie, c'est dur à trouver ça, hein. Ah ouais? Ouais, parce que Pepsi, c'est ouais. sanctionné. Ah ouais? Mais dans les magasins, un peu plus riches, tu trouves. Dans les magasins simples, on a Coca-Cola. nos trucs. Non, Y a pas, Coca-Cola, il n'y a pas. Ah ouais? Il y a Cola Dobry, c'est ça. Putain. Бля. Так, ну что, проверяем. Работает, не работает. J'ai mis autant d'efforts pour positionner ça.